Итак, господа, добро пожаловать! Наконец-то та самая серия УАЗика, для которой все изначально делалось. Это одна из тех первых серий, для которых все делалось, будут еще и другие. Но сегодня наконец-то наступит триумф автомобилестроения отечественного, корчестроения, еще всего остального. И мы наконец-то будем наваливать. Но началось все, как обычно, в гараже. Немножечко про посадку, почему так вышло. Действительно, машина стала ниже. Делается это для того, чтобы, если меня вдруг повело боком или зад на скорости начал вилять, я не перевернулся. Касательно переда. Это пиленные пружины. Пиленные у них половина ровно пружины. То есть машина села, имеет минимальный ход, отбойник сразу бьет в отбойник. Ниже занижаться уже нет смысла, иначе она будет просто прыгать. Там два отбойника друг к другу упираются, и морда начинает как сумасшедшая распрыгиваться на неровностях. Да, это нужно менять. Да, сюда нужны другие амортизаторы. Да, нужно спиливать отбойники, сажать еще ниже, убирать мост, чтобы мотор поддоном не упирался в сам мост и так далее. Это далее. В других сериях. По задней подвеске у нас пиленные рессоры. Но рессоры пилить сильно нельзя. Если вы спилите из 3 листов 2, один оставшийся выломает, когда вы будете стартовать. Поэтому спилили один лист, чтобы он оказывал меньшее сопротивление, и дополнительно мост притянули к кузову тросами. Я не буду вам это показывать, потому что ребята запретили мне показывать, как крепить мост к кузову тросами. Они были против. Они сказали, что это ни в коем случае делать нельзя, потому что трос может лопнуть, и тогда машина на ходу потеряет управляемость. Я настоял, под мою ответственность сделали. Пока ездим так. Конечно, в перспективе понятно, что нужно менять схему крепления моста, нужно уходить от рессор, приходить к пружинам и опять же с жестким амортизатором в 2 ряда и уже на линках мост, чтобы напрямую крепился к раме. Тогда машина перестанет прыгать на старте, когда мы делаем бернаут, и станет более управляемой. Но опять же, все делаем неправильно, все делаем по дешману, валим пока так, главное не убиться. Сейчас у нас до выезда остается полдня. То есть теоретически сегодня вечером я должен машину забрать. У нас уже почти все готово. Вот самые внимательные обратили внимание на заднюю подвеску. Потому что смотрите, как стоит колесо. Подвеска зажата, она занижена и зажата. То есть мост не выстреливает сейчас вниз. Его ход ограничен, чтобы у нас было больше управляемости, чтобы машина не раскачивалась. Подвеска, естественно, лютая, жесткая из-за этого становится. И самое интересное изменение у нас, конечно, произошло в салоне. Все, у кого когда-нибудь был УАЗик, четко знают, что они открывают дверь и видят 3 педали. В нашем случае сейчас сразу видно, что что-то не так. Это УАЗ, у которого в салоне 2 педали. Это должны быть очень интересные ощущения. Вот те самые 2 педали, причем педаль тормоза у нас осталась даже сток. Это УАЗ, педаль газа у нас теперь RX8. Мы готовимся валить боком, это нужно, соответственно, нужная педаль. У нас в салоне появился посередине тоннель. Такой прямо дорого-богато, как на лакшери внедорожниках. Он пока низковат, но мы будем работать в этом направлении. Доп. Выключатели появились посередине, ну и все это стало опять же низко. То есть смотрите, как я стою. УАЗик еще даже чуть висит на подъемнике. И при этом у меня уже кресло практически на уровне шаров. Это важно. Но все, руль остался. Короче, блин, почти готово, почти, но не готово. Сейчас Денчик зальет там антифриз и повалим. Газанул, Дэн? Чуть-чуть газанул? Да можешь хоть твою мать! Вот это жесткая тварь! Такой УАЗ, прикинь, в пробке стоит. Вопросы? Вопросов нет. Блин, такой из салона прямо. Ему нужен был V8, прямо нужен был. УАЗик без V8 говно. Простите меня, все остальные владельцы УАЗиков. А так у нас все лампочки, фигампочки, полный сток. Фару покажи, кстати. Туда знаешь, что нужно еще сделать? Там нужно муравьиную ферму в фаре завести. Реально, муравьев туда пускаешь,
Вот так вот засыпаешь землей, у них там домик, и ты им как бога иногда солнце включаешь. Вот это будет тема. Он не для говна уже. А? Он уже не для говна. Он уже еще не для говна. То есть там надо понимать. Карьер все-таки поедет. Уже еще. Ну, все впереди. Сейчас ему это не надо, давай так скажем. Вот не сегодня. Что-то в этом есть, но молодые же не поймут. Меня тоже таращит, что он именно вот такой вот, да? Типа ушлепанский. На заднем приводе. Одна фара еще, знаешь, чтобы работала. Да. Дэн, смотри, вот надо сейчас забиться, пока вот еще снимаем. Еще никто не знает, как будет, да? То есть есть предположение, ну мы же все делали неправильно. У нас стоит штатный мост, который рассчитан на работу с 240 ньютонами. У нас их стало 440. Значит, твои прогнозы, сколько продержится мост? Мне кажется, ты сломаешь его завтра. Завтра? У нас один разгон будет, как ты думаешь? Будет. Будет. Ты ставишь на мост или на кардан? Я на кардан ставлю. То есть кардан первый отхлебнется? Я думаю, да. Боком будешь ехать, то мост. Если прямо, то кардан. Выбирай, что хочешь, короче, да? Едь куда хочешь. Выбор есть всегда. Третьего не дано. Да, слушайте, ну вот узнаем завтра. И заодно мы завтра вам покажем, как бы, есть ли смысл делать это все так дешево, как я просил. Или сразу по уму, как говорил Дэн, что нам нужен другой мост, нам нужен нормальный кардан, нам нужно убирать передний мост и так далее. Ну то, что мы сделаем потом, на самом деле, как вы все понимаете. Но все же из вас думают, что можно купить УЗ, в общем, оплатить установку этого самого УЗ и в итоге поехать быстро. Вот завтра мы узнаем, реально ли это. Удачи мне. Удачи. Удачи всем нам. Да. Итак, наконец-то вот наш тот самый солнечный день, ну, по питерским меркам. Короче, у нас сухой асфальт. Нам можно наконец-то немножко поваливать, поучиться на ней поездить, потому что по мокрому до этого не получалось. Машина ждала своего часа. Сколько она поедет, мы еще не знаем. Развалится ли сейчас мост, дифференциал, коробка, раму не погнет ли. Мы ничего этого не знаем. Для начала, значит, вообще, если нужно больше технических подробностей, особенностей конструкции, через 2, максимум 3 дня на моем стрим-канале, ссылочка будет в описании, выйдет отдельное видео, где будет именно техническая часть. Сейчас давайте из простого покажу вам, чем я очень доволен. Это тем, что, как я и предполагал, если вы хотите сделать УАЗ лучше, вы должны максимально отказаться от всего УАЗовского. В нашем случае под капотом из старого остался бачок ГУРа, но ГУР у нас не работает, это просто бачок, чтобы не заклинило сам гидроусилитель, помпу. У нас остался главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем вот здесь вот. Это еще родной бачок омывателя остался родной. Все. То есть идеальная ситуация. Мы выкинули из УАЗа все, что было связано с УАЗом. Ну, остались какие-то штатные куски проводки, электрика, которая, кстати, уже почти работает. Ребята сказали, что нужно менять крышки моторные. По идее, нужно было поменять сальники, нужно было поменять ГРМ. Но мы спешили, нам это все не надо, по идее. Прокладки клапанных крышек также, они немножко потеют. Дэн очень сильно ругался, что мы выехали без всего этого ТО, но я подумал, ничего страшного, прокатит. Еще ребят предлагали хотя бы компрессию померить или что-нибудь, но я знаю, что нам это все не страшно. У нас есть компания ВМП Авто, сейчас бахнем ресурса и все поскочит. Это очень простая вещь, продается в вашем городе. Вот самый главный прикол ресурса, что он очень понятный, элементарный. Стоит, по-моему, 480 рублей я сейчас купил, продается абсолютно в каждом ларьке. Он уже заправил ресурс, кстати, и там все хорошо. И очень понятен в использовании. Если у вас есть задирчики, какие-то непонятности в моторе, эта штука их как бы замыливает, заглаживает. То есть там, где была яма или раковинка, по сути, образуется слой из сплава меди и олова. Он специальным образом замешан, там дикая система, именно как его размолоть правильно. Это не то, что прям вы думаете, вот прям почитали, там, да, сплав меди и олова, подумали, что порошок. Не-не-не, все немножечко сложнее. Тем не менее, мы это сюда все выливаем, и если у вас какие-то неприятности в моторе уже были, мы про них на какой-то момент забываем. Но мы будем валить так, что я не уверен,
точно, поможет ли это, но, по крайней мере, должно. Также ресурс мы еще залили в мост задний, на всякий случай. Понятное дело, что у нас дифференциал уже заварен, и если у нас не хватит полуосей, то ресурс, конечно, в плане сохранения полуосей никак не поможет. Но он хотя бы модифицирует пятно контакта, и у нас не будет лишних лифтов, если они где-то уже есть с завода. Вот исключительно на это мы рассчитываем, так что в мост тоже ресурс и в мотор ресурс. Все вложение вышло в 1000 рублей, а сердце уже спокойно. Делается это вообще элементарно. Залил, завел и поехал. Блин, какая шикарная тачка получилась вообще. Ну, она реально вообще, я бы, блин, вот надо выхлоп сделать потише, я на повседнев ее себе оставлю. Ну, это супер тачка. Если она сейчас выживет и не сломается, блин, надо печку. Ну, короче, надо еще вложиться в мелочи и на повседнев оставить. Господа, этим предисловием, видимо, это вырежу. Но мы оставили тот момент, когда сейчас поедем раздавать в городе. Нам нужно дать кредит-тошнотам понять, что не надо шутить с УАЗами. Если сейчас кто-то из УАЗоводов переживает за то, что его все в потоке хотят обогнать, никто не уважает его старое корыто, пацаны, за всех вас сейчас мы просто будем драть этих лалок с каждого светофора, пока жива резина. Но мы все-таки уверенные мужчины, потом будет новая резина, и мы их будем драть дальше, бесконечно, пока они не смогут разгибаться, будем драть. Все, УАЗ едет наказывать вас. Трепещите, колбасеры. Так, ну давайте такой обычный разгон средний, чтобы мост еще жил. То есть мы не в отсечку лупасим и не в пол педаль, но узнаем, сколько при этом он едет. Это, так сказать, у нас повседнев гражданский режим. Хочется просто тачку реально еще сохранить. Десятку. Не напрягаясь, 9,8. Вообще не напрягаясь. Я не влупил в отсечку, педаль только наполовину нажата. Это 9,8. То есть просто в повседневном режиме, сохраняя мост, УАЗ реально отжаривает поток. Так. Давай, чуть пожестче, да? Да ладно! 6,7! Вы знаете, кто едет 6,7? 6,7 едет 70-й кузов, 3 литра, no edition. Мы можем иксов натягивать. Вот это прикол! 6,7! Я еще не супер лупил, я не с лаунча, не с двух педалей стартовал. Вот это тема! 6,7 УАЗ едет. Чё так быстро? Очень быстро едет он. Капец, как его встегивает просто. Вот это картина. Вот это картина. Чего мы добились на сегодня? Эта машина на повседнев. На ней можно спокойно ездить в пробках, абсолютно. Она ресурсная, она не закипает, ее не разрывает на части. Если не считать блокировку, ну вернее заваренный задний мост, который, ну в принципе хорошо, вложи еще чуть денег, купи самоблок. Поставь другой мост нормальный. Вот у нас вентиляторы заработали. В следующих сериях мы поменяем приборы, восстановим спидометр, сделаем нормальное управление всему этому, чуть салончик. Все, тачка сама себя изнутри не разрывает. Это уже очень важно. Значит, это реально первый шаг к тому, чтобы дальше, вложив еще денег, оставить ее на повседнев. А это очень важно, когда машина не просто шоу-кар, но при этом еще и на каждый день. И при этом на V8. Я сейчас представляю себя, что, знаете, я был бы хороший, если бы я был бы такой старый. Вот эту машину я желаю всем российским дедушкам, пенсионерам, кто спокойно у себя где-нибудь там ездит по проселочкам, там, ну, допустим, полный привод сделаем, все это будет, да, но там V8.
И дедушка всегда может ездить аккуратно, там, вот это в своей шляпе, а потом захотел вспомнить, как это было в молодости, и вальнул. Эта тема сейчас есть в Америке, у всех американских дедушек, у которых есть их старенький Ford на V8, который может. Вот я за то, чтобы у наших дедушек, у меня, когда я буду дедушкой, была такая же возможность иметь такой же автомобиль. И это будет лучшая награда всему взрослому поколению. За вас, деды. Расслаблено, 7,4 до 100, просто, ребята, в рабочем темпе. Страна ждала, когда у вас будет валить. Я все на первой боюсь дергать, понимаете? Я первую плавно нажимаю, ловим зацеп, потом вжариваем. Если бы мы с первой дубасили сразу, вот 6,9 она едет, если первую сливать. Это 6,9. Блин, зеркала загибает, так обидно. И тормоза. Тормоза. В этой тачке, если вы отжарили пару раз, резко оттормозились, все. Для вас гонки на ближайшие 5 минут закончены. Берегите себя и своих близких, следите за тормозами. Здесь все на грани. Да вот реально люди как офигевают, да, с валящего УАЗа. Они все рады просто. Давай, чувак, давай, вали, вали, дери их всех. Просто валящие у вас потоки, все счастливы. Главный вывод сегодняшней серии. Если вы хотите делать все по дешману, так как мы, это все неправильно, поймите, не надо было делать так, как мы. Мотор стоит слишком высоко, штатные тормоза, передний этот мост, который здесь уже не нужен и так далее. Но у вас все равно это получится. Если не вваливать на все бабки, а просто заваренный задний дифференциал, как у нас, потому что сателлиты бы разлетелись точно к чертям, или какой-нибудь усиленный мост, может быть, и при этом, если вы хотите разгон 10, при гипотетическом 7, у вас все развалится, но 10 это точно с потоком. У вас это получится. Именно по этой схеме. 80 тысяч сам мотор. Работа с чем еще не считалась. Я думаю, там где-то 150, что-нибудь такое нам вкатают. Короче, если у вас есть 230-250 тысяч, и вы хотите конкретно быстрый УАЗ, но вы же понимаете, что дальше же все будет переделываться. Мы вам покажем, что можно еще с этой самой машины, с этого дурацкого, ржавенького дедушки УАЗика, всеми любимыми, с него можно выжать еще больше. Больше мощности, больше жогово. В заключение я хотел сказать огромные слова благодарности тем людям, которые делают все это возможным на самом деле. Нашим уже друзьям практически, генеральному спонсору компании ВМП Авто. Тем людям, которые в нас верят, верят во все это безумие, что да, давайте мы возьмем старый Range Rover, а потом давайте мы возьмем старый УАЗ и что-то с ними будем делать, господи. Эти люди
реально делают так, что наш канал по сей день жив. В компании ОМП Авто, руководству в первую очередь, я передаю огромный привет и огромная благодарность. Плюс ко всему еще отдельное спасибо тем ребятам, кто наконец-то согласился все это делать. Гараж 13, потому что мы объезжали много мест, и все говорили: ребята, вы дураки, это не будет работать, это развалится, это сломается. И мы не хотим ставить свое честное имя в опасность, чтобы, дескать, ты выйдешь, все развалится и все будет плохо. Только один сервис в городе согласился делать так, как я скажу. Это заранее неправильно, они были с этим не согласны, но все-таки решили вписаться. И в итоге получается так, что, ребят, невозможное возможно. Штатный мост на 240 ньютонов держит 440 ньютонов. Мотор Toyota живет в УАЗе. Вы часто говорите, что это было много раз. Покажите мне хоть одну ссылку. Дайте мне живой УАЗ, чтобы он вот так ездил каждый день. Всем вам огромной удачи и пока.